В течение длительного времени Лев по кличке Марк находился под опекой женщины по имени Сара. Они были очень близки, и их связывали теплые дружеские отношения. Однако по ряду причин Саре пришлось переехать, и они были разлучены на несколько лет. Спустя 8 лет Сара вернулась, и реакция Марка на ее возвращение была необычной. В течение последних 8 лет Марк испытывал сильное эмоциональное напряжение, каждый день разыскивая свою воспитательницу Сару. Он часто ждал ее в углу, не имея возможности воссоединиться с ней. Владелец приюта отметил, что разлука была сложной как для Льва, так и для смотрителя. Когда Сара неожиданно вернулась, все ожидали, что Марк все равно узнает ее. Однако реакция Марка на возвращение Сары стала неожиданностью для всех. Гид, имеющий опыт участия в сафари, ранее бывал на многих из них, но ни одно из них не могло сравниться с этим. Когда группа проезжала мимо жирафа, гости были впечатлены, но настоящее событие ожидало их на территории львов. Сара, зная о том, что ее ждет впереди, увидела первых львиц, прекрасных созданий, у некоторых из которых были детеныши. У нее возникло ощущение беды, поскольку львицы были не одни, и она услышала предупреждающий рев, призывающий водителя ехать как можно быстрее. Гости Сары смотрели на происходящее в замешательстве, но Сара хорошо понимала ситуацию. Источник звука был идентифицирован как браконьеры, термин, который она объяснила своим попутчикам. Преступникам, прибывшим на место происшествия, удалось скрыться. К сожалению, когда они скрылись, ситуация осталась неразрешенной. На территории, где ранее были замечены браконьеры, стая львов избегала возвращения, считая это небезопасным. Сара, выйдя из машины, приблизилась к этому месту с целью осмотреть следы шин автомобиля браконьера. Однако, присев на корточки, она услышала тихий стон и обнаружила источник звука – маленького детеныша, оставшегося в одиночестве, как и его мать. Понимая, что детеныш не выживет без матери, которая помогала бы ему на ранних стадиях развития, Сара взяла медвежонка на руки и решила отвезти его в Австралию, в заповедник дикой природы. Быстро уволившись с работы экскурсовода, Сара отправилась в путешествие с медвежонком, которого назвала Марком в честь своего деда. Австралийский заповедник стал их новым домом, красивым и безмятежным местом, где о животных, включая львов, хорошо заботились. В условиях заповедника Марк получил идеальную среду для своего развития. Когда Марк прибыл в заповедник, он сразу покорил всех своей игривой и любознательной натурой. Сара, главная воспитательница Марка, посвятила большую часть своего времени обучению его основам поведения льва в дикой природе. Наблюдая за тем, как маленький беспомощный львенок превращается в сильного и властного льва, Сара прониклась к Марку глубокой материнской любовью. С годами Марк становился все сильнее и больше, и в конце концов его перевели в более просторный вольер, где он мог свободно гулять с другими львами. Несмотря на то, что Сара проводила с ним меньше времени из-за возросших обязанностей в заповеднике, она продолжала навещать его каждый день и заботиться о том, чтобы он получал необходимый уход вместе с другими животными под ее присмотром. Сара старалась уделять Марку как можно больше времени, несмотря на ограниченность своего времени. Их игривое общение доставляло радость обоим. Общение с Марком, а также погоня за Сарой и ее нападение на нее в вольере стали привычными занятиями. Сара находила радость в этих моментах, осознавая свою роль в превращении Марка в великолепного льва. Забота о Марке также была главной обязанностью Сары, поскольку ее мать, которая поначалу выполняла обе функции, заболела. Когда состояние ее матери ухудшилось, Сару перевели в лечебницу на другом конце континента. Это заставило Сару попрощаться с приютом, что еще более мучительно, с Марком. Сара расставалась с Марком со слезами на глазах, понимая, что это к лучшему, и надеясь, что он найдет нового друга среди других опекунов.
Марк, не зная о решении Сары, был опустошен и не мог понять, почему она уходит. Сара уходила, а Марк сидел в углу своего вольера и ждал ее возвращения. Несмотря на попытки других смотрителей, Марк не мог смириться с ее уходом. Сотрудники заповедника осознали, что Марка забрали слишком рано, чтобы он мог научиться навыкам выживания в дикой природе, и что его возвращение в естественную среду обитания невозможно в ближайшее время, поскольку Сара, его мать, не сможет вернуться. Сотрудники заповедника столкнулись с проблемой. Были привлечены новые опекуны, чтобы помочь Марку, но он не проявлял к ним особого интереса. Несмотря на многочисленные попытки, состояние Марка продолжало ухудшаться. В течение нескольких лет предпринимались попытки социализации повзрослевшего льва Марка, но все они оказались безуспешными. Несколько лет назад было принято решение оставить льва в покое. Он редко появлялся на публике и проводил большую часть времени в уединении. Когда его видели сотрудники святилища, он казался печальным. Сара, зная о ситуации с Марком, продолжала ухаживать за своей матерью на другом конце континента. Хотя она знала о Марке и опекунах, она не могла оставить свою мать. Спустя 8 лет ситуация изменилась. Мать Сары, которая провела 8 лет в своем новом доме, скончалась. Сара была благодарна, что была рядом с ней. Я провел время с матерью Сары. Мы говорили о ней с любовью, когда она ушла из жизни. Это был печальный момент, но он также ознаменовал завершение определенного этапа в жизни Сары и освобождение ее от обязательств. После этого она быстро вернулась к своей обычной жизни. Однако это было захватывающим событием, поскольку означало возможность снова жить рядом с Марком. Сара понимала, что воссоединение с сыном Львом будет непростым. Она поддерживала связь с приютом и узнала, что Марк отвергал каждого нового смотрителя после того, как ее отчеты показали, что он стал замкнутым, нервным и иногда даже немного агрессивным в общении с людьми. Сара отсутствовала более 8 лет и не была уверена, что ее связь с Марком как с детенышем сохранится надолго. Она понимала, что восстановление связи будет непростой задачей, но была непреклонна в своем намерении попробовать это сделать. Она обратилась в приют, где сотрудники были рады услышать ее. Несмотря на предупреждение о потенциальной опасности, Сара продолжала стремиться воссоединиться со своим старым другом. Для посещения святилища необходимо было выбрать следующую неделю. После нескольких дней подготовки Сара прибыла в святилище. Приветливый персонал провел ее по расширенному парку, рассказывая о росте и появлении множества новых животных. Однако единственной целью Сары было увидеть Марка. Издалека она заметила его сидящим на скале. Он казался величественным и мощным, но, несомненно, одиноким в парке. Менеджер сообщил Саре, что Марк находился в таком состоянии уже несколько дней и агрессивно рычал на всех, кто приближался. Менеджер выразил беспокойство за безопасность Сары. Она без колебаний подошла к Марку. Когда Сара приблизилась, он, казалось, не заметил ее присутствия. Его взгляд был сосредоточен на ней, и она не была уверена, узнал ли он ее. Стоя в нескольких метрах от нее, она тихо заговорила, пытаясь освежить его воспоминания. Когда персонал открыл дверь, Сара, испытывая волнение, вошла в вольер, осознавая, что, несмотря на их историю, Марк все еще оставался диким животным. Последовал момент ожидания и неуверенности. Поначалу не было ответа, но вскоре ситуация должна была измениться. Сара почувствовала, как страх сковал ее изнутри, опасаясь, что она, возможно, потеряла Марка. Время медленно тянулось, и Сара создавала атмосферу ожидания. Узнает ли он ее или проявит ожидаемую агрессию, о чем предупреждал персонал. Все присутствующие затаили дыхание
наблюдая за смотрителем, который стоял неподалеку с ключом наготове, ожидая любого неблагоприятного развития событий. Когда Сара вошла в жилище Марка и попыталась установить с ним прямой контакт, его нервное поведение было необычным для диких животных, выросших в приюте. Он шел вдоль ряда деревьев, внимательно глядя на нее, и вдруг остановился. Повернувшись к Саре, он замер в нерешительности, пытаясь понять, узнает ли он ее. Когда стало очевидно, что встреча неизбежна, Марк с нарастающей скоростью двинулся в сторону своего бывшего опекуна. Совершив неожиданный поворот, он прыгнул вперед, вытянув когти, и бросился на Сару. Стало очевидно, что Марк не только узнал ее, но и был вне себя от радости воссоединения со своим лучшим другом. Зрители, включая воспитателей, были тронуты до слез трогательным зрелищем. Реакция Сары была не менее особенной. Она обняла Марка и прижала его к себе. Обхватив Марка за талию, она ответила на его нежные жесты. С ее слов она не возражала против львиной шерсти. В этот ошеломляющий момент по лицу Сары потекли слезы. Она сказала, что очень скучала по нему. Ее голос прерывался от волнения. Извиняясь за задержку с возвращением, Сара чувствовала привязанность к Марку. Выражение лица Марка свидетельствовало о том, что их связь была восстановлена на остаток дня. Сара проводила время, играя с Марком, ухаживая за ним и сближаясь с ним. Радость и удовлетворение, которые она испытывала в его присутствии, подтвердили ее готовность всегда быть рядом с ним. Марк, признавая Сару как свою мать, стал относиться к ней с особым вниманием. Она часто посещала приют, проводила много времени с Марком, делилась с ним историями, расчесывала его шерсть и гуляла с ним по вольеру. Это было проверкой их прочной связи. По словам управляющего парком, лев по кличке Рик переворачивался на спину. Со временем состояние Марка улучшалось, он становился менее агрессивным по отношению к другим смотрителям и даже начал играть с некоторыми другими львами в вольере. Связь с Сарой оставалась очевидной. Сара осознавала особую связь между ней и Марком. С радостью приняла ее на должность опекуна. Несмотря на 8-летнюю разлуку, Сара и Марк стали еще ближе, чем раньше. Их связь сохранилась, и Сара была уверена, что они всегда будут вместе, несмотря ни на что. О годах, проведенных вдали от Марка, Сара не жалела. Она понимала, как важно было заботиться о своей матери в то время. Теперь, когда Марк вернулся в ее жизнь, все встало на свои места. Бывают дни, когда Сара проводит в вольере Марка больше часов, чем у себя дома. Она смеется над уникальным аспектом своей жизни. В конце каждого рабочего дня Сара в последний раз обнимала Марка перед уходом домой, заверяя его, что они увидятся завтра. «Мой дорогой друг, ты больше никогда не будешь один», — говорила она. Об этой истории, а теперь давайте посмотрим еще одну. Тайна, связанная с тем, как 5 умных львов смогли сбежать из вольеров Тангаза, раскрыта. На новых записях с камер наблюдения зафиксирован момент, когда львы сбежали из изолятора. Это произошло около 6 часов 30 минут утра в ноябре. На втором снимке видны львы, в том числе классическая зоика Халима и взрослый самец по кличке Аарон. Они обнюхивают забор после того, как один из львят сбежал через дыру в металлическом заборе. Вскоре за ним последовали другие львы. Зоопарк объявил чрезвычайное положение, и все сигналы тревоги в парке были активированы одновременно. Убегающие львы двигались по внешней границе забора, а за ними следовали легковой автомобиль и пикап. Когда полицейские медленно догнали львов, они обнаружили, что один из них стоит посреди дороги и отказывается двигаться. Они поняли, что лев напуган и должен быть храбрым, чтобы защитить своих детенышей. После того, как львица Мина вызвала сотрудников зоопарка, лев, наконец, вернулся в вольер. Первым львенком, который вернулся обратно, был Келли, находившийся в нескольких метрах от забора. За ним последовали другие львята.
В зоопарке произошло чрезвычайное происшествие. Львица Зои и самец льва Кай находились в вольере, когда произошло повреждение ограждения. Группа быстрого реагирования оказала первую помощь Максу, чтобы он мог безопасно справиться с ситуацией. Позднее, когда лев вернулся к ограде, заводчик вернул маму в гнездо. В этот день туристам не удалось посетить достопримечательности зоопарка. В ходе расследования было установлено, что львы играли и взаимодействовали с ограждением около 20 минут, прежде чем оно было повреждено. Сигнализация сработала, когда ограждение было открыто в 6 часов 40 минут утра. По словам чиновников, причиной повреждения ограждения стал неисправный зажим, используемый для соединения проводов и кабелей. Это привело к обрыву одного из проводов и образованию дыры в заборе. Было подготовлено предварительное проектное предложение по ремонту ограждения. Зажимы, соединяющие проволочные тросы, были разомкнуты, что позволило развязать стяжной трос, соединяющий сетку ограждения с натяжным тросом. Лев проделал дыру в ограждении. В зоопарке Тиранго произошел инцидент. По словам свидетеля Магнуса, семья, которая провела ночь в здании рядом с забором, была вынуждена покинуть зоопарк. Они жили в палатках в парке, чтобы насладиться рычанием и храпом львов. Однако персонал зоопарка ворвался в зону палаток и приказал посетителям уйти. Сотрудники зоопарка должны были пробежать 50-70 метров, после чего их впустили внутрь. Директор зоопарка Танго, Симон Деф, заверил посетителей, что львы были выпущены на свободу. Согласно заявлению сотрудников зоопарка Танго, львы выбежали из вольера перед открытием зоопарка. В этот момент поблизости находился только один человек – независимый профессиональный инженер-криминалист, который, по-видимому, был в состоянии алкогольного опьянения. В зоопарке Танго произошла чрезвычайная ситуация. В 4 часа утра семья, проживающая в палатке рядом с вольером со львами, была разбужена ревом. В 6 часов 30 минут утра один из львов сбежал из-за ограждения. В 6 часов 40 минут утра сработал сигнал о карантине, и всем сотрудникам, кроме смотрителей, было приказано укрыться. Около 50 гостей были эвакуированы из своих палаток и переведены в безопасное место. В 6 часов 55 минут утра сотрудники зоопарка взяли ситуацию под контроль и вернули 5 львов в их вольер. В 8 часов 52 минуты утра зоопарк Танго опубликовал заявление, подтверждающее инцидент. В зоопарке произошел инцидент, связанный с побегом львов. Однако животные вернулись в свой вольер. В целях обеспечения безопасности посетителей и персонала зоопарка были приняты строгие меры. Весь персонал был переведен в безопасную зону. В результате инцидента никто не пострадал. Все животные находятся в своих вольерах под пристальным наблюдением сотрудников зоопарка. Сегодня зоопарк откроется в обычном режиме. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация в 10 часов 30 минут. Сотрудники зоопарка подтвердили, что причиной побега стала дыра в заборе. Также в сети появилось видео, на котором женщина из Кувейта гуляет по улицам города со львом на руках. Это подтверждает версию о том, что побег произошел из-за дыры в заборе. Короткое видео, загруженное в интернет, показывает, как котенок извивается и рычит, когда его держит хозяйка. Пройдя несколько метров, хозяйка, по-видимому, опустила котенка на землю, чтобы отдохнуть, после чего отнесла его домой. Лев смог сбежать из-за забора в районе Сабахи, расположенного к югу от кувейтского города Ямба. По словам Ливии, сотрудники экологической полиции присутствовали до того, как большая кошка была возвращена за ограду, и помогли женщине усмирить ее, хотя это незаконно в Кувейте и многих других странах Персидского залива.